Доброго времени суток. Сегодня у нас в работе женское портмоне. Довольно вместительное. Имеет два больших отделения. Можно спокойно разместить телефон, документы, деньги. 4 отделения под карточки. И одно отделение под мелочевку, хотя сюда спокойно также можно спрятать паспорт, другие документы. Изделие буду делать из данной кожи растительного дубления, а ссылочку на выкройку можно найти в описании под видео. Выкройки, которые я делаю, идут в масштабе 1 к 1. И когда вы распечатываете, обязательно ставьте в принтере тоже масштаб 100%. Но после этого обязательно нужно еще проверить, правильно ли ваш принтер печатает. Если размер 190, точно так же проверяем, чтобы было 190. У меня, например, на моем принтере приходится ставить масштаб чуть-чуть больше, потому что принтер неправильно печатает. И вместе с 230 он печатает на 2 мм меньше. Соответственно, я ставлю масштаб чуть-чуть больше. Если у нас все сходится, тогда уже можно переходить к вырезанию. Я не вырезаю прям точно по линиям, оставляю небольшой запасик миллиметр, 2 миллиметра. Все равно потом вырезать на коже, и так будет намного удобнее. Данная деталь в размерах больше, чем листочек А4. И, соответственно, ее нужно склеить, так как она печатается на двух листочках. Вот эта линия, по которой она склеивается. Соответственно, либо на этом листочке, либо на этом ее срезаем и приклеиваем. Оно не склеивается прям тык в притык. Либо тут отрезаем по линии, либо тут отрезаем по линии. После того, когда склеите, получите данный результат. Приклеивается оно уже по этой линии. И проверяем, должно быть 30 сантиметров. Лучше всего не приклеивать сразу скотчем бумагу к коже, а посмотреть, куда лучше разместить все листочки. И потом уже, соответственно, приклеить. Когда чертежи приклеены к коже, спокойно можно переходить к пробитию отверстий под нитки и под кнопки. Для этого использую пробойник с шагом 5 мм и круглым отверстием диаметром 1 мм.
После прокраски кожи она стает намного жестче и может начать трескаться в местах изгибов. Чтобы этого не случалось, я использую костяное масло от компании Fibings. Наносится обычной кухонной губкой. Старайтесь наносить ее как можно более равномерно. И учитывайте тот факт, что оно будет изменять немножко цвет вашей краски в темную сторону. Всегда перед покраской пробуйте на кусочках кожи, как будет выглядеть готовое ваше изделие. Масло натираю только с лицевой стороны, на бахтерме не натираю. За сутки оно проступает до бахтермы. Пока масло впитывается в кожу, я уже подобрал цвет, которым буду окрашивать женское портмоне. Этот цвет красный от Кенда Фарбен спиртовой краски номер 33044. А этот цвет бордо от Кенда Фарбен номер 430-132. Но этот цвет темный для меня, а этот светлый. Соответственно, я смешал краску 50 на 50 и вышел неплохой оттенок. Именно его я и буду использовать в этом портмоне. Но процесс покраски я уже записывать не буду, буду красить в другом помещении. Кожа подсохла, можно приступать к обработке бахтермы, но данных 4 детали я обрабатывать не буду, так как они будут приклеиваться. Это будет хлястик, между собой буду их склеивать. Данная деталь будет сюда приклеиваться, на карманчик пойдет, а данная деталь сюда. Для полировки бахтермы использую клей CMC, развожу его, чтобы был густой. Вот. Наношу его, даю подсохнуть минут 5-10 и с помощью какой-нибудь плотной тряпки, чтобы не оставляло ворсинок, можно переходить к полировке. И получаем красивую гладенькую бахтерму. Прошло где-то полчаса, клей подсох. Дальше можно наносить Apretto Mild. Апертура от Кенда Фарбен. Наношу с помощью обычного спонжика. Для того, чтобы данный финиш подсох, требуется где-то минут 30-40. После чего я еще раз прохожу плотной тряпкой. И получаем идеально гладенькую внутреннюю сторону. Для обработки лицевой стороны использую один из моих любимых кремов Natura Крем от Кенда Фарбен. Крем идет на водной основе с использованием натуральных восков. Соответственно, наношу его мокрым, влажным точнее, спонжиком в 2-3 прохода, тоненьким-тоненьким слоем. Данный крем хорошо подчеркивает саму фактуру кожи, при этом придает небольшой блеск. Данный финиш впитывается довольно быстро,
И уже минут через 10-15 можно заполировать с помощью сухого спонжика. После полировки имеем следующий результат. Очень красивая поверхность, как с лицевой стороны, так и с внутренней. После финишной обработки следует обработать торцы в тех местах, к которым потом не будет доступа. На данной части обрабатываем с двух сторон. Тут обрабатываем с одной стороны. Кармашки полностью по кругу обрабатываем. И на данных двух деталях тоже обрабатываем только с одной стороны. Для склеивания ненужных мне деталей буду использовать клей EcoSar 4155 от Kenda Farben. Клеем довольно-таки удобно пользоваться, он довольно жидкий, легко наносится и при этом не имеет практически никакого запаха. Данный участок, где клей и финиш вышел немножко за нашу линию, возьмем, зашкурим, чтобы лучше склеивалось. То же самое с данной деталью. По краю лучше пройтись наждачкой. После склеивания обязательно прижмите чем-нибудь тяжелым, чтобы оно хорошо спрессовалось между собой. С помощью ножика выравниваем, чтобы у нас идеально совпадали данные две приклеенных детали. Так как я до сих пор еще не пробил отверстие под кнопки, сейчас именно этим я и займусь. В чертежах они есть, можете их в принципе сразу пробивать вместе с отверстиями под нитки, но мне так удобнее. Кнопки установлены, клапан уже прошил, и один, и второй. А также сшил между собой данных две детали в этом месте. И заполировал урезы. Дальше следует сюда пришить карманчики под карточки с одной стороны и с другой. Все это проходится одним швом. Кармашки под карты уже на своем месте. Далее к этим двум деталям пришиваем третью. Также пришиваем лицевой стороны к лицевой стороне. Будет еще четвертый кармашек под карты. После пришития третьей детали имеем нечто подобное. Далее складываем кармашки и остается их прошить. Я начинаю сшивать со среднего кармана, так намного удобнее. С помощью ножика шкурю края, чтобы можно было их между собой склеить. Наношу клей EcoSar по краям и склеиваю между собой.
Лишний клей, который выступил, спокойно удаляется с помощью наждачной бумаги, в моем случае 600. Иначе он будет мешать обрабатывать урез. Дальше снимаю кромку и обрабатываю торцы на среднем отделении. Второе отделение проклеивается и прошивается точно так же, как и первое. А третье отделение, перед тем как прошить, нужно еще пришить хлястик. Начинаю я его прошивать не с центра, а немного со смещением, так как потом, когда буду заканчивать, будет возвратный шов и он красиво ляжет. После того, как его пришью, соответственно, можно уже проклеивать и прошивать третье отделение. После сшивания третьего отделения положил сюда телефон, карточки, документы, деньги, мелочь. И уже тогда пробил на хлястике отверстие под последнюю кнопку. Соответственно, остается заполировать окончательно уже срезы, и изделие будет готово. Наношу CMC клей и с помощью сликера заполировываю торец. В конце еще наношу пчелиный воск для окончательной обработки уреза, так как одного лишь CMC клея недостаточно для красивой его обработки. И завершаю полировку при помощи джинсовой тряпки. Изделие готово. Пиши в комментариях, как ты обрабатываешь торцы. Может быть также, может быть с помощью токаноли, краски для урезов, или может быть вообще паяльника. Жду твои комментарии. Пока-пока.